Плющенко с Тутберидзе не разойтись. Федерация фигурного катания России готовит новые яркие баталии. Отборочный финал Кубка. Еще в период проведения этапов Кубка России генеральный директор Федерации Александр Коган гордился, что Федерации удается проводить регулярные соревнования в отличие от коллег из-за рубежа. Осенние этапы Кубка страны в Казани и Гран-при в Москве выдались особенно проблемными в плане вируса. При этом Международный союз конькобежцев ИСУ отменил назначенный на конец января чемпионат Европы в Загребе, системообразующий турнир, который наделяет концептуальным смыслом чемпионат России. Во-первых, на национальном турнире фигуристы мотивированы отбором на Европу, во-вторых, затем сама Европа во многом определяет состав на чемпионат мира. Лишившись такой мотивации, Федерация все же провела чемпионат России в назначенные сроки в конце декабря, и только после него решила, что победители турнира гарантировали себе участие на чемпионате мира, который пока имеется в календаре ИСУ и по состоянию на данный момент, должен пройти в конце марта в Стокгольме. Но проблема отбора остальных российских участников. По 2 спортсмена или 2 пары в каждом виде, не считая чемпионов страны. На главный старт сезона в мире пока не решена как из-за отмены чемпионата Европы, так и из-за того, что многие лидеры не стартовали на российском чемпионате по болезни. При этом даже если чемпионат мира будет отменен 2-й год подряд, Федерации необходимо понятным образом определить состав сборной России на будущий сезон. Цель чемпионата России заключается не только в отборе на чемпионат Европы или мира. Одна из серьезнейших целей – это вообще сформировать сборную команду на следующий сезон, который крайне важен для всех нас, сказал Коган еще перед стартом национального чемпионата в Челябинске. А по его окончании президент Федерации Александр Горшков упомянул, что Федерация рассмотрит план проведения дополнительных соревнований для взрослых и юниоров, которые состоятся в феврале и марте. Основную роль в отборе на возможный чемпионат мира и в формировании состава сборной Федерация намерена отвести финалу Кубка России, который традиционно проводился в феврале в Великом Новгороде и являлся вполне себе второстепенным турниром за исключением того памятного и скандального финала сезона 2018-2019, на котором 3-ю квоту на чемпионат мира в сайтами оспаривали двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. В сегодняшних обстоятельствах финал Кубка России должен приобрести отборочный статус, а местом проведения соревнований станет не Великий Новгород с неадаптированной под большие турниры ареной, а по всей видимости, дворец Мегаспорт в Москве. Коган заявил в воскресенье, что финал перенесен в Москву, но не уточнил арену проведения, и не стал подтверждать, что турнир будет именно отборочным на чемпионат мира. По всей видимости, в Федерации продолжают размышлять над самой конкретикой отборочных функций финала. Вероятно, действующие чемпионы России могут быть освобождены от участия в нем, хотя, при желании, смогут стартовать. Возможно, что победители гарантируют себе участие в чемпионате мира подобно чемпионам страны, а 3-я квота будет, как и ранее, отдана на откуп исполкому Федерации. А возможно, и результаты фигуристов в финале Кубка России будут каким-то образом сложены с результатами чемпионата страны, и по итогам соответствующей математики определится отъезжающий в Швецию состав. Помимо всего прочего, Федерация, вдохновленная популярностью фигурного катания и интересом со стороны телевидения, желает провести командный турнир. Это могут быть чисто коммерческие соревнования, не несущие никаких отборочных функций. Самое сложное на данный момент – обозначить формат самих команд. Конечно, лакомое, прямо кондитерское предложение от шефа, лежит на поверхности – пустить в бой между собой тренерские группы. Тогда мы увидели бы официальное противостояние команд Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Витает в воздухе идея соревнований между 2 составами сборной страны. Но, во-первых, что такое первый состав, и что второй? Вопрос, не имеющий однозначного ответа. Во-вторых, разжигать фигурное катание в феврале такой вот тлеющей вывеской тоже не особо разумно.
Скучно. Проще всего было бы сформировать команды по географическому принципу, устроив битву Москвы и Санкт-Петербурга. Интересно, что тогда Тутберидзе и Плющенко оказались бы партнерами по столичной дружине и были бы вынуждены в каком-нибудь цветастом кис-эн-край болеть друг за друга и посылать на лед сердечки. А Москвина и Мишин вновь воссоединились бы в паре. Но формат город на город маловероятен. Да и с составами команд возникли бы проблемы. У Москвы явное преимущество в женском одиночном катании и танцах на льду, у Петербурга – в мужском. Правда, часть спортсменов могли сформировать третью команду – регионов России, и тогда бы мы получили аналог японского Japan Open, где раз в год собираются сборные Японии, Северной Америки и Европы, и борются между собой в шоу-формате. Japan Open охватывает весь фигурный мир, приглашая самых популярных спортсменов, которые, правда, выступают только с произвольными программами, а парное катание и танцы на соревнованиях не представлены вовсе. Командный турнир по версии Федерация должен объединить все виды. Скорее всего, мы увидим битву двух команд, примерно равных по силе, сформированных по итогам чемпионата страны. Условно говоря, в первую войдут фигуристы, занявшие в Челябинске первое, третье, пятое место, скажем, в женском одиночном катании, и второе, четвертое, шестое в мужском. Другая команда будет организована по аналогичному, но обратному принципу. Плюс федерация должна решить, как расфасовать по двум сборным выздоровевших лидеров, которые пропустили чемпионат России. Было бы очень красиво дать возглавить эти две команды конкретным заслуженным наставникам, которые объединили бы под своим началом одиночников обоих полов, танцоров и парников в духе популярных телевизионных шоу. Но заслуженными фигурами Россия богата настолько, что оставить выбор на ком-то невероятно проблематично. Пройдет командный турнир, видимо, в том же мегаспорте и предположительно через неделю после первенства России среди юниоров, которое намечено на 3-5 февраля в Красноярске. Также Федерация размышляет над проведением в марте юниорских соревнований, рассматривается вариант их международного статуса, чтобы допустить тех иностранных фигуристов, которые либо тренируются в России, либо смогут приехать, соблюдая эпидемиологические нормы. Идея этого турнира смотрится ярко на фоне отмены ИСУ юниорского чемпионата мира в Харбине. Фактически Федерация замахивается на проведение альтернативного чемпионата мира среди юниоров. Правда, заполучить в роли участников фигуристов из Северной Америки и стран Азии будет практически нереально.